Всем привет! В этом видео продолжу сборку Теслы, а именно буду собирать независимую пневмоподвеску. Пора бы уже ей избавиться от стапеля и встать на свои колеса. Сейчас расскажу, какие запчасти для этого мне потребовались. На разборке купил 4 поворотных кулака в сборе от Chevrolet Нивы. Они держат большую нагрузку, и тормоза у них под стать трехпоршневые. К ним взял 16-е штампы под резину, которую купил ранее. Также на первое время мне нужно 2 привода от Chevrolet. С них мне понадобятся только внешние шрусы, внутренние будут привариваться под конкретный редуктор. Но купил еще коробку запчастей по мелочи. Для рычагов выбрал сайлентблоки такого плана, так как они были сразу в наличии 8 комплектов. Сразу взял усиленные дверные петли, которые пригодятся мне позже. 16-мм болты, которые используются для крепления рессор. Задвижки, которые, я думаю, пригодятся мне для двери кузова. К ним будет удобно прикрутить сервопривод. Ну и, конечно же, самое главное — это пневмоподушки. Самый простой и надежный вариант. Выдерживает нагрузку 2 тонны на подушку. Чтобы сделать расчет пневмоподвески, нужно сначала проверить ход пневмобаллона. Он составил 19 см, а через рычаг ход колеса можно сделать в 1,5 раза больше. Для управления подушками будет использоваться двухконтурная система клапанов, которая работает от 12 вольт. Кто-то в комментариях меня сравнивал с кузнецом-гномом, который кропотливо строит всякие механизмы. Мне было, конечно, смешно, сравнение правда забавное. Не считая того, что гномы — одна из моих любимых фракций в игре Raid Shadow Legends. Raid — это бесплатная коллекционная пошаговая RPG из темного фэнтези, и гномы в ней как нельзя кстати. Ну какой фэнтези-мир без этих милых карликов? Помимо моих любимчиков, здесь, конечно же, еще 15 фракций и огромное количество чемпионов в каждой из них. Чем увлекательна игра, помимо уникальной 3D-графики и отличной боевой системы? Так это лор. Так, например, все те же гномы состоят в Нероссийском Союзе. Да, все верно, гномы сохраняют нейтралитет и даже с темной стороной стараются не конфликтовать. Они мастера молота и топора, когда-то давно мужественно отстояли свои территории, сейчас же выбрались на поверхность, чтобы отомстить обидчикам. И кто знает, может быть, именно вам будут выпадать с осколков эти чудаковатые карлики, и вы точно так же, как и я, захотите играть за них. В любом случае, какой бы пак героев у вас не был, вы можете испытать себя в нескончаемых турнирах подземелья, получая очки, награды и ценные артефакты, ну или же доказать свое мастерство на арене. А чтобы ваш старт был уверенным, перейдите по моей ссылке в описании и забирайте 100 000 серебряных монет, а также крутого чемпиона ворожею в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Играйте бесплатно в Raid Shadow Legends, где бы вы ни находились, игра работает на смартфонах и ПК. Первое, что я хочу сделать, это примерить диск вместе с поворотным кулаком на свое место. Могут возникнуть проблемы из-за слишком сильно выпирающей шаровой опоры. Диск кажется маленьким в такой арке, но положение спасает высокая резина, которой на данный момент продается великое множество. Вот как раз эта проблема. Верхняя шаровая опора при опускании пневмы будет задевать за раму. И есть несколько вариантов, как это исправить. Это укоротить крепление шаровой опоры, что ослабит этот узел. Или вставить шаровую опору наоборот, расточив перед этим отверстие. Думаю, я не буду пока прибегать к таким радикальным мерам, что повлечет ослабление прочности этого узла. Пока оставлю все как есть, а после изготовления рычагов вернусь к этому вопросу. Выбирая между рамой и подрамником, я все-таки остановился на идее с подрамниками. Перед его изготовлением сделаю проставку из квадратной трубы, чтобы занизить подрамник и дать больше хода рычагам вверх. Стапель будет мешать в дальнейшей работе, часть его придется срезать. Из отрезанных труб стапеля получится отличное основание для подрамника. Собрал подрамник по месту и прихватил его к раме. Уши для рычагов сделаю из швеллера, в нем как раз есть металл нужной толщины. Распустил его вдоль, разметил на равные отрезки и просверлил в каждом по отверстию под 16-мм болты. Далее собрал узел для сайлентблока, втулки вытащил из трубы и забил с каждой стороны по сайлентблоку. Эта деталь мне понадобится для того, чтобы приварить уши к подрамнику.
Но чтобы приварить втулку к рычагам, нужно заменить резиновые сайлентблоки на алюминиевые проставки, так как при сварке резина просто сгорит. Трубы для рычагов буду гнуть на самодельном трубогибе. Инструкцию по изготовлению можно найти на моем лайв-канале. Самое главное в рычагах, чтобы пневмоподушка свободно находилась внутри и не задевала за трубы. Для крепления шаровой опоры сделал простую деталь из двух полос. Вот такой батаранг получился, и даже его можно использовать по назначению. Привариваться он будет в пазы на концах трубы, которые я сделал болгаркой. Далее получившуюся деталь приварил по месту к втулкам. Теперь рычаг можно спокойно снять и обварить на столе, а также забить в него сайлентблоки. Для усиления рычага на конце приварил еще один элемент трубы. Затем по аналогии сделал нижний рычаг. Чтобы к нему приварить втулки, нужно примерить колесо по месту, для этого его нужно собрать. Будет использоваться камера, так как пока резина старая и вся в дырках от неправильной ошиповки. Позже куплю нормальную бескамерную, под размер арки кибертрака. Закрепил в диске поворотный кулак и вдел в него рычаги. Закрепил верхний рычаг на свое место, а нижний приварю только тогда, когда определю вертикаль колеса по отвесу. После подгонки прихватил нижний рычаг, проварил его и запрессовал сайлентблоки. Перед установкой рычагов проварил подрамник и добавил несколько элементов к нему. Из-за расположения шаровых опор на кулаке рычаги имеют правильную длину. Можно поставить рулевой редуктор на заднюю подвеску, и задняя ось тоже сможет подруливать, но я скорее всего сделаю один регулируемый рычаг, чтобы настраивать схождение колес. С правой стороны сделал также два рычага и установил их на место. Скорее всего, подрамник будет интегрированный, так как нет нужды его снимать, да и без подъемника это сложно будет сделать. Опять вернулся к вопросу верхней шаровой опоры. Она упирается в трубу и не дает кузову опуститься ниже. На данный момент это самое нижнее положение. Решил вырезать под верхний рычаг место в раме. Для этого приварил еще пару поперечных элементов и отрезал мешающую трубу. Теперь рычагу ничего не мешает, и кузов будет опускаться как положено. Самое время сделать крепление для пневмобаллонов. У меня есть еще куски швеллера, из них я и сделаю эти крепления. Расположил подушку так, чтобы она не задевала за рычаг, и чтобы добиться максимального хода подвески. Теперь нужно сделать нижнее крепление подушки. Для этого я взял также кусок швеллера и отводы, которые согнул на трубогибе. Получился такой сложный рычаг, похожий на коллектор выхлопной системы. Швеллер был использован неспроста, в нем будет проходить привод колес. Сварочные работы подошли к концу, осталось подключить пневмоподвеску к сжатому воздуху.
Вкрутил в каждый баллон по фитингу, они нужны для воздушной магистрали. Взял для нее 8-мм трубку. Так как у меня будет двухконтурная пневмоподвеска, соединил две подушки тройником. Пластиковую трубку для проверки подключил к компрессору и открыл редуктор на 6 атмосфер. Для проверки нужно срезать подпорки на стапеле. Получается, это самое высокое положение кузова. Попробовал попрыгать в кузове, проверить полностью поднятую подвеску, реально ли на такой ездить и есть ли запас по ходу у шаровых опор. Небольшой запас присутствует, значит высота ограничивается ходом пневмобаллона. А теперь, наверное, самое интересное, насколько можно уронить кузов Теслы с такой пневмоподвеской. По-моему, даже не пригодятся трапы для заезда квадроцикла. Еще нужно к подрамнику прикрутить резиновые ограничители, чтобы рычаг не лежал на раме и тем более на пневмоподушке. Если вы следите за новостями, то, наверное, слышали, что Tesla хочет увеличить ход пневмоподвески и сделать Cybertruck еще выше. У меня, по-моему, так и получилось, кузов поднимается очень высоко. Проверил еще среднее положение подвески и как при этом она реагирует на искусственно созданные неровности. Не думал, что пневмобаллоны так сильно похожи на пружины, очень плавный и мягкий ход получился, осталось добавить только амортизаторы. Я нереально доволен, наконец-то получилось поработать с пневмоподвеской, поскорее бы протестировать ее в реальных условиях. Если вам также понравилась эта работа, ставьте большой палец вверх и делитесь этим видео, это очень помогает в продвижении такого сложного техноконтента. Заранее всем спасибо. Увидимся в следующей части, где Tesla будет стоять уже полностью на своей пневмоподвеске.